Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня герои нашего видеоролика — это два страдальца, две Сиерры. Сиерра White, Сиерра Magic. Впору уже, наверное, открывать рубрику Чип и Дейл спешат на помощь. Хозяйка этого растения обратилась с просьбой помочь им. Согласно нашим рекомендациям, растения уже начали приходить в форму, в норму. Скажем так, вот молодые листочки, посмотрите, сочные, без пятен, без повреждений. Вот еще молодой, опять же, листочек. И на этом же растении то же самое. Вот, опять же, молодой листочек, какой симпатичный, красивый. Судя по тем старым листьям, которые остались, вот, допустим, на Сиерра Magic, здесь однозначно несоблюдение условий содержания. То есть это недостаток влажности, как влажности воздуха, так и влажности грунта. Неправильный полив. Скорее всего, растение переувлажнялось, потом пересушивалось грунт у растения. В результате нижняя часть корневой системы находится в процессе загнивания. По нашей рекомендации хозяйка растения сделала здесь своеобразную горочку, присыпав стволику растения, потому что при пересадке мы обрежем нижнюю часть и тем самым омолодим растение. Этому растению, это Сиерра Magic, досталось еще, скажем так, больше. Хозяйка предположила, что на нем находятся вредители, и обработала его системными препаратами. Осмотрев вот старые листики, я пришла к выводу, что вредителей здесь не было. То есть растение пострадало, скажем так, зря. Опять же, пятна желтые на листьях, вот, наверное, с этой стороны вам будет лучше видно, говорят о том, что растение испытывало как недостаток питания, также это возможно проявление интоксикации от отравления, от воздействия системными препаратами. Ну, как я и говорила, на сегодняшний момент растения чувствуют себя неплохо. Молодые листики очень симпатичные. И само растение цветет. Посмотрите, какой красивый цветочек. Ну, просто прелесть. Растение однозначно надо пересадить. Хозяйка побоялась так кардинально вмешиваться в процесс роста этих растений, попросила нам ей помочь. Чем мы сейчас и займемся. Отказывать никогда нельзя. Начнем, наверное, вот с Сиерры White. Извлечем ее из горшка. Казалось бы, да, вот горшок такой здоровый, он 4-литровый, а растение совсем маленькое. Но судя по вот обрезанным вот этим вот листьям, скорее всего, здесь растение когда-то было пышным и здоровым. Посмотрите, сколько листьев лишних обрезано. О, хозяйка использовала при посадке наш новый метод, сеточку. Молодец. Ну вот, с условиями, конечно, она подкачала. Вот, убираем лишний грунт. Посмотрите, сколько листьев было обрезано. В принципе, было пышненькое, наверное, растение. Вот, я так сейчас поубираю здесь чуть-чуть. Я хочу обрезать нижнюю часть корней, потому что они уже старые, подгнившие, вот они, и оставить, посмотрите, и оставить вот здесь еще у нас, как и предполагалось, все так у нас и получилось. И оставить только верхние здоровые корни. Не бойтесь обрезать нижние старые корни. Антуриум очень быстро наращивает молодые корешки. А молодые корни всегда работают лучше, чем старые. Оставшийся пенек, конечно, в дальнейшем можно использовать для того, чтобы вырастить из него новое растение. Ну, а можете выбросить, это уже ваше дело. Вот смотрите, дальше я даже низ и не буду чистить. Здесь корни вот старенькие, больные все. Вот видите,
пятнышки на них. Это уже говорит о том, что идет процесс гниения. Поэтому чистить дальше я не вижу смысла. О, молодой. Этот я хочу вот так обрезать его. Опа, обрезаем. Оставляем только верхние и здоровые корешки. Здесь опять же посмотрите, вот воздушный корень, он также быстро пойдет. И внизу у нас остались корешки. Ладно, сейчас пока отложим это все, потом в дальнейшем я уберу сухую чешуйки и покажу, что у нас получилось. Убираем и приступаем к следующему растению. Это у нас Sierra Magic. Красивый такой сорт, мне очень нравится. Опа, здесь что? Ну, здесь у нас еще довольно-таки неплохо, посмотрите. Но вот видно и в середине идет гниение. Вот темные. Здесь, не знаю, вам видно, не видно, камера передает, не передает. Темные такие корни, вот они. В общем, также по той же схеме убираем грунт с верхней части стебелька. И дальше уже будем обрезать. Вот. Когда-то тоже, видимо, было хорошее пышное растение. Корней, в принципе, на нем много. Если бы вот не ошибки в уходе, тогда бы это уже был бы, наверное, огромный пышный такой куст. Также убираем вот аккуратненько и обрезаем. Здесь, я думаю, дальше нет смысла обрезать, потому что, обратите внимание, казалось бы, вот верхние корни, но они уже у нас имеют темные пятна. Это идет процесс гниения, поэтому я обрежу вот здесь. Так, обрежу, и даже еще надо будет провести внимательный осмотр. Опять же, вот здесь у нас, да нет, это у нас остатки грунта оказались. Я думала, тоже темные пятна. Так, сейчас я почищу, уберу сухие чешуйки и подготовлю растения к посадке. Растения мы подготовили к посадке, убрали старые листья, обрезали старый цветок. И в процессе чистки мы увидели, что нижняя часть у Sierra White гниет, поэтому ее обрезали тоже. Остались вот, видите, вот это все обрезали. Я в дальнейшем этот пенек почищу, отдам хозяйке. Если она пожелает, то она может, конечно, его посадить и наблюдать за развитием. Это же растение, смотрите, здесь много у нас вот, ну немного, но скажем так, есть воздушный корень. Здесь 2 корешка и очень много боковых побегов. Вот один у нас, здесь еще один, и где-то снизу я еще находила. Вот. Растения мы будем садить вот в такой горшочек, использовать для посадки грунт 2-го состава. Так как корней немного, садим в пол горшка. В дальнейшем хозяйка уже самостоятельно подсыпет грунт. Так, вот я думаю, что вот этого будет достаточно. Нет, еще, наверное, чуть-чуть добавим. Так, вот одно готово. Здесь у нас тоже мы убрали сухие чешуйки. Здесь корней, конечно, побольше мы оставили. А вот корни побогаче, скажем так. Опять же, много воздушных корней. И есть боковые, вот еще маленькие воздушные. Вот здесь много воздушных корней на этом растении. Боковых побегов, конечно, чуть поменьше. Но ничего. И отлично будет выглядеть и это растение. Опять же садим в горшок. Согласна, что горшок большой, поэтому садим в пол горшка. На дно грунт 2-го состава. Все вы его хорошо знаете. И
свободное пространство подсыпаем. Грунт при посадке должен быть влажным, не мокрым. То есть после замачивания кокосового субстрата и верхового торфа я грунт отжала. Хорошо, уже заранее подготовила, чтобы не отвлекать, не забирать у вас лишнее время. Итак, вот здесь тоже растение у нас посажено. Растению мы помогли по просьбе хозяйки, пересадили его. Теперь они будут переданы хозяйке для дальнейшего роста. Рекомендации какие? Это обязательное условие: высокая влажность воздуха и температура. Что касается освещения, то на данный момент интенсивное освещение им не нужно. Освещение нужно умеренное. Недели через 2-3, когда растения пойдут в рост, можно уже увеличивать интенсивность освещения. Что касается подкормок, пока растения не пошли в рост, только листовые подкормки. При выборе удобрения обязательно обращайте внимание, чтобы в инструкции было написано «подходят для листовых подкормок». Когда растение пойдет в рост, можно уже будет проводить прикорневую подкормку. Подробнее о питании растений можно прочитать на нашем форуме. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Спасибо за участие. Всего вам самого доброго. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.